Очень жарко, сделай попрохладнее, а? Блин, дует на меня прямо. Как поправить, а? Поправь, блин, так холодно, дует прямо в шею, в ухо, вот сюда. Блин, ну невозможно. Все, выключай, выключай, давай окно откроем. Блин, ну у меня волосы все запутаются. Закрывай, все, закрывай. Так нормально, хорошо, спасибо. Я представляю такую же ситуацию, если бы я ехал так с какой-нибудь подобной. Это же не просто, что жена именно в машине, это просто типаж человека такой, что мозги могут делать, и все им не так, и все им не так. Они такие в целом по жизни, плюс-минус. Но, конечно, да. Понятно, что тут как бы такая постанова, да, но в жизни такого тоже много. Скажите мне, что сейчас происходит с мужчинами? Они живут исключительно для себя. При этом они с тобой встречаются, но они не видят твоих каких-то проблем, их вообще не волнует твоя жизнь, что у тебя какие-то проблемы. То есть один, я встречалась, покупает себе для мотоцикла экипировку, дорогой мотоцикл, дорогие запчасти, катается там, развлекается, при всем при том, что у меня, допустим, какие-то траблы, и неплохо было бы, если ты уж говоришь, что ты любишь так, пригласить меня к себе, может быть, в дом или помочь с арендой квартиры. Но нет, человек катается на мотоцикле, вкладывает в него деньги, говорит при этом: ой-ой, девочка моя, и никак мне не помогает. Ну да, именно, за что боролись, на то напоролись, как я говорю, да. Ну, ведете себя так, вот, и мужчины выбирают себя. А таких же ж полно роликов, где женщины, девушки кричат: надо выбирать девочки, надо выбирать себя. Нафиг их. Вот когда я начала выбирать себя, я там много всего осознала, проработалась и бросила хорошего мужа. Ну, много ж такого, сплошь и рядом, таких видосов тоже записана пачка. А она что недоумевает? Понятно, что он тебе говорит: девочка моя, чтобы тебя потыкивать, да и все. Ну, потому что тыкаться хочется. Природа у нас такая, да. Физиология. Нам надо регулярно тыкаться, да, там, ну, у каждого своя потребность, там, количество раз, имею в виду, и так далее. Но, поэтому, естественно, он тебе в уши будет ссать, чтобы, ну, кто-то ему давал. Потому что, ну, вот так вот, как бы. А так, да, он любит мотоцикл, экипировочку. Это его любимое хобби, и манал он в тебя вкладываться. Поэтому я не знаю, что ее удивляет. По-моему, уже куча всяких и тех видосов в сети. По-моему, уже каждый знает об этом. Скажете, вы самооценка, но на своей практике могу с уверенностью сказать, что я уведу любого мужчину. У кого-то baby face, а у меня фейс тигрицы. Бэйби у меня тело, бэйби у меня отношение к жизни. И мужчины любят такую легкость. Поймите вы уже наконец. Жены у всех тяжелые, а мужчинам нужна простота и легкость. Ну и, конечно же, это про меня. И мой телефон есть практически у каждого женатого, богатого мужика. Ну, мы ж сразу и поверили, правда? Ну, нет, конечно. А так, как будто бы мужчина — это какой-то бык, которого ты за рога можешь из стойла в стойло увести. Потому что мне всегда это нравится, когда они некоторые такие самоуверенные действительно кричат на серьезных щах, типа: вот я его увела, я его отбила, или там мужчина: я ее отбил, увел. Да, блин, человек, если не захочет, никого ты не уведешь. Что за бред? Как будто ты ему какую-то таблетку волшебную дал, как Морфеус, и все, и тебя поменялась реальность, и ты все, ушел, да, к другой или к другому. Но нет же, это же человек принимает решение, и надо ему это или нет. Если, ну, в общем, все это, по-моему, и так знают. И так, конечно, да, нехило она прикалывается. Я плачу, потому что мне 34 года, а у меня никогда не было нормальных отношений. И я боюсь, что их не будет. У меня не было нормальной какой-то, я не знаю, взаимной влюбленности, вот этих вот гуляний за ручку счастливых. Не знаю, первого нормального свидания, первого нормального поцелуя у меня не было этого. У меня всегда была какая-то безответная любовь или какие-то первые серьезные отношения у меня были с бывшим мужем. И это было в 27 лет. 27, по-моему, было. Ну, где-то плюс-минус. И это отношения не про счастье, не про романтику, не про нормальную какую-то любовь.
И мне очень грустно, потому что вот это вот элементарных каких-то свиданий, романтики, вот этой вот взаимной влюбленности, когда тебе кто-то нравится, ты кому-то нравишься, вот это вот какое-то счастье, легкость, что-то. Этого не было. И это очень обидно. И это очень грустно, и вдруг этого не будет. И у меня ощущение, что молодость, она как будто ушла, и как будто очень важная часть жизни, которая должна была быть в моей жизни, она ее не было. Да, у меня все хорошо, у меня есть ребенок, замечательно, но вот этого ощущения какого-то родного человека рядом, взаимной любви, вот этого чего-то элементарного, там, я не знаю, до свиданий, вот этих вот, я не знаю, прогулок за ручку, встречать вместе закаты, рассветы, счастливо. Это не было и нет в моей жизни, это так обидно. Так, и нам что делать с этой информацией? Поплакать тоже, собраться всей гурьбой? Ну нет же, у мужчин тоже пачка проблем, но мы не плачемся на камеру, не слезимся. Ну, понятно, что женщина, девушка — это такая форма жизни, у них больше гораздо эмоций, они более эмоциональные, всех у них вот эти вот всякие гормональные скачки, и да, они имеют свойство чаще плакать, скажем так, и это нормальная история. Ну, а так, блин, ну, притягиваешь ты таких к себе, что якобы у тебя все не так. Хотя, если так разобраться, ну, все же хорошо, как она говорит. Ребенок есть, род она продолжила, муж у нее был, ну да, разрушили семью оба, 50/50 ответственность, все. А и другие какие-то типы были, но ты ж таких притягиваешь, ты как-то себя так ведешь. В первую очередь, как я всегда и говорю, с людьми только происходит то, что они позволяют. То есть, если ты впускаешь в жизнь таких людей, позволяешь как-то вот такому событию произойти, ну, некого винить. Чё обидно-то? Ну, сами творцы своей судьбы, да, вот она выстроила вот такую. Пишут, женщина тоже должна работать, сейчас равноправие, живете вместе, скидываетесь пополам. Мужчина – добытчик, женщина – хранительница очага. Так было, так есть, так будет. И это не про «она не хочет работать». Это про то, что она не обязана. Ее вклад – это дом, уют, тыл, дети, энергия. То, что ты приносишь деньги – это твоя базовая функция, не подвиг, это норма. Если ты живешь с женщиной и требуешь с нее половину за коммуналку, ты не мужик, ты сосед, сожитель. Друг с привилегиями, но не мужчина. Настоящий мужик содержит, потому что он понимает, она тратит себя на него и на их быт. Ее вклад не в деньгах. А если ты считаешь, что она должна впахивать и еще тащить дом, признайся честно, ты просто жадный, или нищий, или и то, и другое. У меня все. Ну да, взяли и послушали татуированную, да. Ну ищи себе такого, да. Ну, а так, те мужчины, которые хотят, чтобы было все 50/50, ну, в плане того, чтобы и жена, там, девушка ходила, зарабатывала и при этом держала быт, но это партнерские отношения. То есть это просто нужно найти такую себе, да, там, ну, жену, девушку, ну, как бы, короче, подругу, одним словом, да, как это говорят вкратце, которая будет вот такая, как ты хочешь. Если хочешь себе партнера, будет партнер. Ну, и если хочешь другого, то другого. А она хочет модель такую. Но опять же, мы ж не знаем, что она в целом подразумевает. Я имею в виду, что если она, когда ей удобно, она хочет, чтобы мужчина везде за нее платил там, якобы, и при этом мы ж не знаем, какая она жена, какая она хозяйка, какая она в быту. По ней что-то не скажешь, что она офигительная жена, как бы была бы и мать детей, по крайней мере, судя по ее внешке, татушкам. Я понимаю, что это такое себе суждение, но тем не менее, да, по крайней мере, как она ведет себя на камеру. Но у них же двойные стандарты чаще всего, что ты там обязан обеспечивать туда-сюда, и при этом мои деньги — это мои деньги, если они откуда-то есть, то твои — это наши, и, короче, много всего это вот фигни, да, то так это не пойдет.
То есть тут три модели, как я говорю, семьи. Либо мужчина-лидер, он обеспечивает только базовыми потребностями, да, а на роскошь это уже в зависимости от того, как жена ведет быт, насколько она хорошая жена, если мужчина действительно умеет вдохновлять, благодарить и так далее, и так далее. Много же бед из-за того, что жена неблагодарна. Это же вообще просто ужас. И да, ему и мужчине захочется и роскошь какую-нибудь сделать, ну, по своим возможностям. А так, да, либо вот партнерство 50 на 50, все пополам. Ну, тогда там и женские обязанности входят 50 на 50. Ну, то есть приготовить вместе, убраться вместе, потому что мы партнеры, извини. Как бы, либо, как я говорю, женщина-лидер. У меня у одной больше нет никакого желания, никаких сил вкладываться в общение с мужчинами. Ну, типа, окей, логично, что мы сейчас пообщаемся, потом ты либо обидишься на что-то, либо не будешь вкладываться, либо какую-то меновскую базу сделаешь. Ну, типа, зачем? Чтобы что? Ну, все это понятно. Опять же, что нам делать с этой информацией? Вообще абсолютно пофиг, как ты там думаешь, чего-то хочешь, а вы как будто себя не так же ведете, да? А обидитесь на какую-нибудь фигню, какую-нибудь, то они, как она говорит, меновскую, а не женскую, да? Фигню какую-нибудь включат. Чё нет? Да нет. Все, я имею в виду, происходит ровно так же. Как и с мужской стороны может быть, так и с женской. Чего она удивляется? Девочки, все, кто состоит в долгих, стабильных отношениях семейных, пора уже нам всем рассказать и признать, что мужчины, с которыми мы живем, они обычные, нормальные, стабильные, спокойные, в чем-то скучные, где-то чуть грубоватые мужики. Ну, давайте скажем честно, всем расскажем, что цветы еженедельно, каждодневные комплименты, вот эти вот внезапные романтические какие-то поступки, частые, да, но это ненормально. Но оно не так. Вот оно не так. У нормального, стабильного, семейного мужика примерно 6 слов в день. 3 из которых «Угу», «Ага», «Нормально». Это мы, девочки, можем за 10 минут в голове поругаться, обидеться, развестись, придумать себе смертельную болезнь и представить, как он мучается просто своей совестью бессовестной, потом помириться, ожить и так далее. Но он будет с непоколебимым видом смотреть эти 8 сезонов сериала в твоей голове, потому что он их уже видел не раз. Если вы ему предложите поговорить о своих чувствах, он в целом согласится, сядет и будет говорить «Угу», «Ага». Но вряд ли он будет высокопарно это комментировать. Не будет он выяснять с вами отношения, вестись на ваши истерики какие-то, да. Он уже все это видел, он уже все это знает. Максимум, ну, может быть, он повысит голос, или проигнорирует, или замолчит, если мы уже перегибаем палку. И знаете, это не скучно. Это называется стабилизация семейной жизни. Вот так вот. Поэтому цените своих нормальных, скучных, в чем-то не романтичных, но стабильных и тех, кто рядом. Да, логично говорит, но, конечно, ее не послушает женский пол, но большая часть, особенно те, которые кричат совсем о другом. И да, то есть не послушают. Понятно, что по ней видно, что ей не 20 лет. Она уже подпрожила жизнь, там что-то навиделось, что-то, ну, короче, более помудрее, я имею в виду, чем 20-летняя, допустим. И так, ну, нет, конечно, не буду ее слушать. А так, ну да, логика в этом есть, конечно же, потому что мы менее эмоциональные мужчины. Да, я же говорю, опять же, есть исключения, есть эмоциональные и мужчины, но не эмоциональнее, чем девушки-женщины. Они по природе такие. И вот, да, она правильно говорит, что у нас минимум слов в день может быть, а у них офигеть. Для них, допустим, важно выговариваться. Когда у них вот так вот пачка эмоций, им нужны уши, кому она может слить. Ну, то есть негатив, да, свой слить какой-то там накопившийся, чтобы потом на ровном месте она не вспылила, когда ты в очередной раз положил носки не туда. Ну, условно говоря, просто это будет просто повод,
чтобы начать ругаться, а самая главная причина слить. Надо ей эмоции выговориться, потому что у них реально за целый день у них гораздо больше слов и эмоций, чем у нас. Мы более как бы стабильная форма жизни, а они нет. И да, она правильно сказала, что у них там в голове буквально она все уже и поссорится, может развестись, и обратно сойтись, и все остальное. А ты сидишь на диване, там, не знаю, телевизор смотришь или что-нибудь там в компе залипаешь или в телефоне, и даже об этом не подозреваешь. Да, такая форма жизни. Что за бред? Я возмущена. Сейчас, как всегда, меня будут опять осуждать вот эти недовольные мужичонки. Но у меня опять произошла из ряда вон выходящая ситуация на сайте знакомств. Написала, как обычно, стандартно, как я всем пишу. Здравствуйте, привет, могу пригласить тебя на кофе. Ну, такой, да, без проблем. Может, говорит, обменяемся телефончиком? Телефон падает. Может, обменяемся номерами? Конечно, у меня один номер, я даю свой номер. Потом пишет мне, я нашел твою инсту, и, я не знакомлюсь для Инстаграма. Я приложу сюда скриншот. Я не знакомлюсь для Инстаграма, я с другими целями. Всего доброго. Секундочку. Что значит я не знакомлюсь для Инстаграма? Я тебе что сказала, что я знакомлюсь для Инстаграма? И меня тут как бомбануло. Я говорю, в смысле? Я человек, который ведет социальные сети. Неважно вообще, какое количество подписчиков в моих социальных сетях. Ищу мужчину я не для контента, а для себя. Если человек является блогером, он не может знакомиться на сайте знакомств или что? Или все, что он в жизни делает, это контент? Мне это возмутило. Я ему, естественно, также и ответила. Он мне звонит. Здравствуйте, я не помню, как его уже звать. Это я вот тебе там в инсте писала, и вот на сайте знакомств, я говорю, и я посмотрел там тудым-сюдым, и я ему объясняю, что, блогеры не имеют возможности знакомиться, что ли, или что? Он нет, вот чем ты занимаешься? То есть пошло анкетирование. Чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, т-д-ды. А потом такой, я, в принципе, не против попить кофе. Я говорю, да, все, твой поезд ушел. Мне уже не хочется с тобой не знакомиться, не общаться, ни тебя узнавать, ни кофе с тобой тем более пить. Что за предвзятое, отношение к людям, которые ведут социальные сети? Что за бред вообще? Что за бред? Я возмущена. Тут в целом, да, если без шуток, в этом, доля логики есть, да. И возмущение понять можно. Это все одно, что я говорю на камеру, записываю видео, тоже считаюсь там блогером, хотя у меня, кстати, не только этот канал, я еще веду и другие безликие каналы, просто потому что они мне несут заработок, то есть заработок с вообще в целом YouTube, да, платформа, но не суть. И я считаюсь там, да, блогером, и что теперь, со мной нельзя знакомиться, потому что я веду канал, и с лицом без лица, нет, конечно, понятно, что в этом плане, такой человек попался, а что возмущаться, тем более, если ей не каждый второй такой попадается, который возмущается, если она ведет инсту, просто тут же вопрос в чем, как она ведет инсту, и какой контент она пропагандирует, и что вообще она в целом делает. Конечно, если она там с каждого угла будет обгаживать мужчин в инсте, как они и делают, рилсы эти пишут, или в ТикТоке, да, в принципе, одно и то же, то тогда, да, это ненормально. Я бы для себя взял на заметку, что если она такая агрессивная по отношению к мужчинам, то она и ко мне будет агрессивная в целом. Потому что если у них такое, да. Потому что я тут не негативлю конкретно на женщин, девушек, я их не поливаю какашками, потому что я рассуждаю логически, чтобы зачем мне кого-то поливать, просто не зная. По сути, мы тут никто не знаем всей ситуации, смотря эти короткие ролики, потому что они записаны, и фиг пойми, что это за человек скрывается за камерой. Потому что непонятно, в каких условиях и как он живет, этот человек, мы этого не знаем. Понятно, что если человек конкретно говорит, что мужики фигня, то да, мы понимаем, что это такая себе, то это ее уже понятно, какая она в жизни, да, она такая же и будет. В общем, поэтому логика примерно такая, а так, в принципе, возмущение ее понять можно. Все мужики одинаковые, выбирайте богатых. Перечитав комментарии под своим залетевшим рилсом, я поняла, что мои мысли абсолютно верные. Очень много женщин написали, кому уже за 40, кому-то глубоко за 40, и все как одна пишут, что
Жаль, что я не понимала этого в 20 лет. То есть столько женщин обожглись, столько несчастных женщин, столько женщин, которые верят в эту всеобъемлющую любовь, которая, кстати, заканчивается, да, у кого-то через 3 года, у кого-то через 10, у всех по-разному. И, к сожалению, не остается ничего. Ни хороших взаимоотношений, ни уважения, ни какой-то материальной благости, да, чтобы можно было хотя бы старость спокойно встретить. Женщины просто остаются ни с чем. Поэтому извините, но действительно вот эта мысль, что все мужики одинаковые, выбирайте богатых. Это правда. И не нужно пытаться меня переубедить. С бедными мы уже встречались. Ой, нам сколько всего обещали. Любить вечно. А потом ты ходишь и выпрашиваешь эту любовь. Вот, да, очередной бред, конечно, когда, опять же, это бесячая фраза, когда говорят «все мужики одинаковые» или там «все женщины, девушки одинаковые». Но, блин, чтобы сделать такую точную гипотезу, прям подтвердить это 100%, это надо прям всю планету, то есть она должна пройтись по всем мужчинам планеты, сколько там миллиардов, да, их там, я не знаю, на планете, ну, женщин, девушек, я так понимаю, в процентном соотношении будет все равно побольше. Тогда только она может все это исследовать, 1000, миллионы. Мужчины сказать, да, они одинаковые. Выбираем каких-то таких определенный типаж, по-любому вот все. Или там также, когда говорят женщины, там все Б, Ш или что-нибудь такое, там, ну, это надо всю планету изучить опять же. И включая, ты ж мать свою не считаешь, маму, да, такой точно нет. Поэтому, значит, не все. Это уж точно. Как говорят, кроме мамы, ну, блин, ну, короче. Поэтому в данном случае, когда говорят одинаковые, да, лучше выбрать богатого, а они, опять же, да, логика такая, что богатым нужны они. Я уже рассуждал это в другом ролике, что богатым вы нужны. Их очень малый процент на планете реально богатых людей. Даже у нас по России прям рублевых миллионеров там буквально 2-3% может быть из всего 140 с чем-то миллионов. А вас, хотящих богатого и, скорее всего, не только рублевого, а, наверное, и долларового миллионера, хотящих очень много. И вообще пофиг, поняла бы ты это в 20 или во сколько. Вас просто очень много, и богатым таким вы не нужны. Ну, кроме потыкаться, я же говорю. И у них обычно очередь, потому что на таких успешных при деньгах у них там очередь выстраивается, которые думают, ну, выбери меня. И там же тоже ничего не будет. Каких-то там прям великих чувств, обещаний, отношений великих. Нет, тобой как тряпкой попользуются, вытрутся и выкинут чаще всего. Да, я понимаю, что бывает и действительно серьезные отношения, и когда и с богатым там трешь, наверное. Ну, я верю, что должно быть такое, как бы, в принципе, в процентном соотношении. Не все же они там прям такие ужасные, или что-то прям пользуются только женским полом, или там, ну, короче. Ну, в общем, поэтому мечтать не вредно, вредно мечтать, пускай мечтает, да. Опять же, может быть, богатству рознь, если она имеет в виду, там, не знаю, условно зарабатывать 200-300 в месяц там косарей, и это уже богатый, то, ну, таких людей процент побольше. Тогда, ну, короче, вообще пофиг на нее. Привет. Вот мы познакомились. Смотри, Егор, да, мне уже как бы ни много ни мало, да, 35 лет. Чтобы мы не отнимали друг у друга слишком много времени, давай, значит, так сделаем. Я сейчас обозначу те вопросики, которые мне важны. Если ты по каким-то критериям мне не подходишь, просто расходимся и все. Без лясим-трясим вот это не надо. Но мне нужно, чтобы у тебя была квартира своя. Есть? Продолжаем разговор. Значит, зарплата не менее 200. Сколько ты получаешь? 150? Вот скажи, что мы будем на 150 твои делать? Ну это же куром насмех. Ладно, ты, ну, может, найдешь вторую работу, да, ладно, пока оставляем. Мама далеко живет? Или ты сирота? Далеко? Очень жирный плюсик. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как давно ты расстался со своей бывшей? Просто если полгода назад, вот это сразу можешь вставать и уходить. Мне вот это не надо. Я не собираюсь быть тебе спасателем, да, или мамочкой. Нет. Мы уже люди проработанные, так что не надо мне с больной головы на здоровую. Давно расстался? Сколько? Год? И больше никого не было у тебя? Ну, допустим. Значит, смотри, Егорка, значит, такие дела у нас. Я работать не хочу и не буду. Мужчина должен работать, я так считаю. У меня есть там кое-какое дельце свое, да, оно мне приносит какую-то свою копеечку, там, на сережки, на то, на сё. Значит, машинку заправлять на тебе будет, да?
Это же как бы само собой разумеющееся, да. А что я предлагаю от себя? Ну, я предлагаю как бы украшать твою жизнь. Что еще? Ну, иногда молчать, если получится. Если получится, не обещаю. Что-то, если тебя не устраивает. Пока все устраивает, никто не сомневался. Как бы у меня есть зеркало, да, дома и не одно, поэтому, Егорчик, как-то так. Закажи мне, что ли, коктейльчик, что ты сидишь? Коктейльчик, салатик мне закажи. Все тебе, учить тебя всему надо. Ну ладно, ничего, научу, под себя научу. Иди закажи. Это, в общем, можно сказать, влажные фантазии 35-летних. Но она, честно, не выглядит лично в моих глазах на 35. Хотя там написано было 35+. Ну, не суть, да, и, блин, люди все разные, внешность обманчива, да, бывает и в плюс, и в минус играет по возрасту. У каждого своя жизнь, каждый ее по-разному живет и так далее. Из-за этого, бываешь, не угадаешь точно возраст, но не суть. Ну а так, у нее влажные фантазии. Ты, как говорится, просто когда сидишь, тебе делать нефиг, разговариваешь, разговор с самим собой. Фантазия. Ну, понятно, что она для соцсетей записала, типа, кто-то, может, посмеялся даже, но, ну, такое себе, да. А чего вы мне такое не предложили, девушка? Я тоже такое хочу. Оно вот маленькое. Девушка, дайте мне такое же платье. Очень красиво. Ну, что вы говорили, не влезет? Влезла? А такой что мне не дали? Дайте мне вот такой тоже. Я вот такой тоже хочу. Давайте. Девушка, что-то оно на мне как-то не так сидит, на ней лучше сидел. О, вот такой, дайте вот такой. Его больше нету. А ну последнее. Все, я беру. Девушка, ну я же днем. Я беру, девушка, я первая сказала. Девушка, я на кассу, пожалуйста, ладно? Все, снимайте, девушка, я беру, снимайте. Я сказала, я беру, все, я беру. Девушка, поговорите с ней, пожалуйста. Я беру, все, заворачивайте. Женщина, это мое платье, женщина! Я адекватная! Ну, получается, постанова, ну, такая себе, да, шопинг. Ну, это, наверное, только девочки поймут, так. Бред бредом засняли. Ну, и в жизни такое, да, тоже бывает, что одна вот так себя может вести, а другая вот так. Ну, в этом плане, да, такое в жизни может быть. Я не знаю, зачем я записываю этот рилс, но я хочу чуть-чуть поделиться своими эмоциями. Мне 22 года, у меня вообще нет друзей. То есть вот мне сейчас плохо, да, я чувствую себя плохо. Я даже сидела, разговаривала с Богом, потому что внутри меня очень много переживаний, которыми я не могу со всеми поделиться. У меня нет человека, который мне позвонил и бы сказал: блин, привет, мне там тяжело, давай поговорим. Родным я особо так не доверяю, чтобы просто взять на эти, позвонить, даже подойти и сказать. Я понимаю, что меня не выслушают, все мои чувства обесценят, и все на этом. И, возможно, именно из-за того, что у меня нет друзей, я завела свой блог, где постоянно чем-то делюсь, но своими слезами ничем не хочу. Очень часто я смотрю на своих ровесников и вижу, что у них очень много друзей, они там тусуются, гуляют, вместе куда-то ходят, там, знаете, а я везде одна, у меня просто вот не с кем даже пойти погулять. Ну, если представить такую ситуацию, то она, понятно, не смешная, хотя если взять меня, так у меня похожая ситуация, но я не плачу, мне пофиг просто. Ну, так вот, у меня нет рядом, вот я живу в ближайшей, опять же, да, там 1,5 года, и нет у меня рядом кого-то, чтобы я там ходил, гулял, проводил время, да мне пофиг, я занимаюсь делами, тут работа, движения свои навожу, и на самом деле только вроде проснешься, уже и вечер, уже надо и баиньки ложиться. Как бы на эти гуляния как будто бы нет времени. Понятно, если был бы какой-то человек, я бы сходил, сменить обстановку всем полезно. Ну, да ладно, она девочка, они любят так выплескивать эмоции. А так, про тех друзей, что она говорит у ровесников, так это ж не друзья. Ну, взрослый человек же это понимает, что вот та вот шайка-лейка, которая была в детстве, где вы с кем-то скитались, это не друзья. Да, если из них какие-то единицы, прям действительно вы с ними через огонь и воду прошли, и они стали вам друзьями, может быть. А так это по большей части просто, ну, как бы знакомые товарищи на время взросления, подростковой жизни там. Вот у меня все, с кем я общался, когда был там то мелкий, потом подростком, потом повзрослее, они у меня все отскочили. Ну и плюс, конечно, я еще и переехал с того места, где я родился. Но все равно, сам факт. Поэтому, ну, тут, понятно, 22 года, они вообще в целом женский пол эмоциональный, а 22 года так чаще всего еще. Ну, понятно, тут не помогут слова, никто меня, конечно, не услышит, но она, понятное дело. Ну, а так тут
чё грустить? А то, что один, и у тебя нет всякого мусора в твоей жизни, так это и наоборот преимущество, но это лично для меня. Нежели у меня была бы пачка знакомых, которые вечно от меня что-то хотят, то займи денег, то выручи, а когда ты к ним обратишься, они будут морозиться. Ну, такое мне не надо, поэтому мне никого нет, потому что мне, если попадались на пути, только подобные персонажи. Очень жаль молодых девочек, потому что они насмотрятся в Инстаграме и думают, ну вот это в Дубай съездила, какую-то сумку купили, какое-то Cartier, машину. И ей уже кажется, что обычный нормальный молодой мальчик, который заехал искренний, красивый, веселый, заехал за ней на десятки, он как будто бы уже типа немножко недостаточно хорош. Так подожди, он вырастет, он заработает, он тебе все купит. Мы тоже с этого начинали. Вместо этого они выбирают путь, ну, типа, с меня не убудет. Один разочек подумаешь, с ним тут, блядь, погуляю, с этим пересплю, тут чего-то. А, девочки, ну, вы неправильной дорогой идете. Ну, понятно, что, во-первых, не факт, что вырастет, да? Может на том уровне и остаться, все мы люди разные, и всем не дано, всем, да, на планете, и мужчинам и женщинам стать богатыми, какими-то прям вот, потому что мы все люди разные, кому-то комфортен определенный уровень жизни, кому-то хочется выше, кто-то настолько ленивый, что он просто будет в одном уровне и никогда не сдвинется дальше, у всех своя зона комфорта. Ну а так, да, логика в этом есть, но опять же, кто что пропагандирует? Кто это пропагандирует? Вот подобные же персонажи, не конкретно она, мы не знаем, какие у нее еще есть видосы. Может, она тоже что-нибудь в уши льет такое себе про мужчин, допустим, и закладывает тоже мысль такую, да, сомнения закладывает таким вот молодым девочкам, и они потом смотрят совсем по-другому и ждут сразу вот таких вот на бэхах, на мерсах, при деньгах, отвезли, чтобы тоже в Дубай, Cartier подарили и так далее. Это что же пропагандируется, и бывает же еще и фейково пропагандируют, продвигая свои услуги. Ну, короче, вот это стандартная фигня, типа, девочки, выбирайте себя, нафиг их, ищите обеспеченного. И в итоге сидят обеспеченные, это так и не приходит, потому что их очень малый процент, и чаще всего ты им нафиг не нужна. Ну, короче, так и живем. И на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь мнением в комментариях, и всем пока.